Книги о Диком Западе превратили небольшой отрезок истории североамериканских индейцев в настоящую легенду. Но реальная история коренных американцев – это гораздо больше, чем рассказы о бледнолицых и краснокожих. Индейцы не были единым народом, а множеством разных племен, каждое со своим неповторимым жизненным укладом. Все они вольно жили на просторах американского континента за тысячи лет до прихода белого человека. Первобытные люди впервые появились в Северной Америке за 35 тысяч лет до нашей эры, перекочевав из нынешней Сибири в те времена, когда ее еще соединял с Аляской сухопутный перешеек. Пришельцы расселились по всей Северной и Южной Америке, приспосабливаясь к новым условиям и формируя различные племена или народы. Одни народы кормились охотой или рыболовством, другие научились возделывать землю. Разные племена строили разные типы жилищ, отвечавшие условиям их жизни. К примеру, переносные шатры идеально подходили для кочевых охотников прерий, как, например, племя черноногих. А народ Пуэбло строил саманные хижины, чтобы укрыться от палящего зноя родной пустыни. Каждый коренной народ Америки создал свои самобытный язык и культуру. Ко времени появления первых европейцев в обеих Америках насчитывалось свыше 300 индейских племен и наречий. В 1492 году Колумб, первым из европейцев, встретился с коренными американцами на острове Куба. Он назвал их «Лос-Индиос», считая, что высадился на восточном побережье Индии. С тех пор этим именем стали называть все коренные народы обеих Америк. Испанцы первыми из европейцев начали осваивать новые земли. Добравшись в 1513 году до Флориды, они явились туда как завоеватели. Они основывали мелкие поселения, принуждали туземцев к рабскому труду по плантациях и насаждали христианство, заставляя их отказываться от религии предков. Испанцы расселились вдоль всего юго-восточного побережья Северной Америки, а затем и на землях нынешнего Техаса. С их появлением в жизни многих индейских народов наступили разительные перемены. До прихода белого человека в Америке не было лошадей, и как раз в ту эпоху местные племена стали покупать их у европейцев. Окраинные племена Великих Равнин, простиравшихся в центральной части континента, занимались земледелием и отчасти охотой на бизонов. Сев на коней, отличные пешие охотники стали еще более добычливыми. Позднее эти народы перекочевали на Великие Равнины и жили только охотой на огромные стада бизонов. В начале 17 века на восточном побережье пустили первые корни английские и голландские поселенцы. В отличие от испанцев, они прибыли сюда, чтобы жить и кормиться собственным трудом, и потому казались безобидными. Многие коренные народы поначалу встретили их радушно и даже помогали, тем более, что торговля с европейцами принесла им огнестрельное оружие, железные орудия и другие товары. Но уже вскоре недоразумения и споры между белыми и индейцами привели к вооруженным стычкам. В 1636 году поселенцы Массачусетса решили отомстить индейцам племени Пекодза недоказанное убийство двоих торговцев и перебили целую деревню, насчитывавшую 500 жителей. На целых 300 лет подобная реакция стала типичной для европейских поселенцев. Белые свысока смотрели на индейцев как на дикарей и язычников. Почти до конца XVIII века коренные американцы противостояли натиску европейцев. Англичане, французы и испанцы воевали между собой за власть над Новым Светом, и многие племена выступали на той или иной стороне. Они воевали по обе стороны и в войне за независимость, которая закончилась победой американских колонистов над англичанами и рождением Соединенных Штатов Америки. Союзников англичан-иракезов постигла после войны жестокая кара. 40 деревень было уничтожено, а сломленный народ изгнан в Канаду. Войны XVIII века велись с беспощадной жестокостью. Ни одна сторона не брезговала пытками и массовыми убийствами. Некоторые индейские племена отличались особой свирепостью. И в те времена широко практиковался один из самых отвратительных обычаев – снятие скальпов. Скальп – это срезанные с макушки убитого врага волосы вместе с кожей. Европейцы поощряли эту практику, выплачивая награды своим индейским союзникам за каждый скальп. Этот ужасный обычай сохранился среди индейцев и белых и в XIX веке. После победы Американской революции конфликты между европейскими народами Северной Америки почти прекратились.
И тогда коренных жителей новорожденной республики стали упорно вытеснять с родных земель, либо заставляли продавать или уступать их белым поселенцам, переселяя в резервации. Правительство проводило политику очищения страны от всех индейцев, даже от цивилизованных племен, перенявших одежду и образ жизни белого человека. К началу 1830-х годов всякое сопротивление этой политике со стороны племен, живших к востоку от Миссисипи, прекратилось. Дальше на запад лежали Великие равнины, которые считались слишком засушливыми и суровыми для освоения белыми людьми. Правительство США решило вытеснить индейские племена на Великие равнины, которые отныне должны были принадлежать индейцам, пока растет трава и текут реки. К числу изгнанных на Великие равнины племен принадлежали черокии. Они пытались опротестовать это решение в суде, но в 1838 году их всеравно депортировали в Оклахому. Этот переход вошел в память людей как тропа слез, ибо четверть всего племени погибла от голода, лишений и болезней. Но и на Великих равнинах индейцев не собирались оставлять в покое, пока растет трава и текут реки. Когда в 1849 году в Калифорнии было найдено золото, через индейские охотничьи угодья двинулись караваны фургонов с тысячами золотоискателей. Увидев, что Великие равнины вовсе не так негостеприимны, как казалось, за ними потянулись новые поселенцы. И когда для защиты пионеров туда были введены войска, конфликт стал неизбежен. Долгое время обитатели прерий сопротивлялись переменам, которые принес с собой белый человек. Кочевой образ жизни этих прирожденных охотников сделал их искусными наездниками и стрелками, подлинными мастерами партизанской войны, которых было невозможно выследить на их родной территории, но в конце концов индейцы были вынуждены покориться. Вероятно, главной причиной их поражения стало массовое истребление бизоньих стад белыми охотниками. Они уничтожали бизонов в огромных количествах, забирая только шкуры и оставляя туши гнить на земле. Перед угрозой голодной смерти индейцам не оставалось ничего иного, кроме как отказаться от кочевого образа жизни и переселиться в резервации, устроенные для них американским правительством. Однако индейцы Сиу оказали серьезное сопротивление и сражались с белыми в 3 войнах. Когда золото было обнаружено и на их земле, в священных Черных горах Южной Дакоты началась 4-я война с правительством. Именно в этой войне генерал Джордж Кастер и более 200 его солдат погибли в 1876 году в легендарном последнем бою Кастера у реки Литл Бигхорн. Одни говорят, что Кастер попал к индейцам в засаду, другие утверждают, что он опрометчиво атаковал крупный индейский лагерь. Следствием этого разгрома стала беспощадная зимняя кампания армии США, в ходе которой сидящий бык был вытеснен в Канаду, а остальных СНУ вынудили сдаться. К тому времени почти все индейцы Великих равнин были выселены из родных мест и загнаны в резервации. Условия жизни в них были достаточно тяжелы, чтобы время от времени провоцировать мятежи или побеги, но последняя вспышка сопротивления погасла в 1886 году, когда сдался властям вождь апачи Джеронимо, а 4 года спустя состоялось сражение у ручья Вундедни. Это было даже не сражение, а кровавая резня, устроенная индейцем Сиу солдатами 7-го кавалерийского полка, в результате которой погибло свыше 250 мужчин, женщин и детей. Собственно, армию вызвали для того, чтобы подавить новый религиозный культ, так называемую «пляску духов», который, по верованиям индейцев, должен был избавить их от белых и вернуть в прерии бизонов. Но солдаты, по-видимому, решили отомстить за поражение у Литл Бигхорн. Обреченные на нищету и забвение, коренные американцы были полностью деморализованы и начали стремительно вымирать. Власти всячески старались разрушить племенной уклад жизни, якобы для того, чтобы разделить индейские земли на частные владения. Любые излишки захватывались белыми поселенцами, и с 1880-х по 1930-е годы индейцы так или иначе лишились 2/3 остававшихся у них земель. В 1924 году коренные американцы обрели, наконец, американское гражданство. Многие, понимая, что возврата к прежней жизни не будет, перебрались в города, но там они просто поменяли убожество резерваций на нищету городских трущоб. К
К 1960 году численность индейского населения начала постепенно расти, и они, подобно другим национальным меньшинствам, вступили в борьбу за гражданские права. Невзирая на плохое образование, безработицу и расовую дискриминацию, многие стремились возродить свое национальное самосознание, и к началу 90-х годов численность коренных американцев выросла примерно до 2 миллионов.